6 мая 169 года назад в маленьком тогда еще австрийском городке Фрайберг родился Сигизмунд Шламо Фрейд. Сейчас всему миру он известен как создатель психоанализа, и эта роль стала для него ярким ориентиром в жизни. Это одна из знаковых фигур в мире, чей труд невозможно поместить в узкие рамки и ограничиться одной формулировкой. Его имя ассоциируется с глубокой проработкой бессознательного, с идеей о том, что наши поступки, желания и страхи чаще всего движимы скрытыми силами внутри нас. Но путь этого человека к признанию был непростым. Он формировался под влиянием времени, культуры и собственного любопытства, которое не давало ему останавливаться на достигнутом. Сейчас, когда наука не стоит на месте и постоянно пересматривает старые догмы, некоторые его идеи действительно выглядят спорно устаревшими, а другие по-прежнему остаются основополагающими. Он опубликовал множество трудов, которые интересно читать не только специалистам, но и непрофессионалам, интересующимся психикой человека. Так кем же был этот великий человек и что он сделал для научного мира, разберемся в нашей статье, чтобы увидеть, как его вклад повлиял на развитие психологии и психотерапии. Когда Фрейд был еще ребенком, одна старуха-гадалка, как в легенде, сказала его матери, что родился будущий великий человек, гений, который изменит мир своими идеями и открытиями. Это предсказание, пусть и сугубо магическое, стало неким маяком для ребенка. Он с ранних лет ассоциировал себя с характерными образами великих и храбрых полководцев, вроде Ганнибала и Кромвеля, что, конечно, звучит эпически и романтизированно, но в реальности подталкивало юного Сигизмунда к серьезным размышлениям о предназначении. Позже он слышал подобные предсказания еще и еще, хотя и не верил слепо, воспринимая их скорее как стимулы к самосовершенствованию. Но даже сомнения в предсказаниях не лишали его веры в себя и в свое развитие. Напротив, они давали ему уверенность и стремление идти к своей цели. Уже к 9 годам он смог сдать экзамены и поступить в гимназию на год раньше срока, чем того требовал обычный распис, что свидетельствовало о его настойчивости и способности к труду. В юности он овладел несколькими языками – французским, английским, испанским и итальянским, а также часто заходил на занятия по греческому и латыни. Этот языковой багаж позже сыграл роль в его межкультурном восприятии психологии и культуры. Он мог читать источники из разных стран и эпох, что обогатило его взгляд на человека. Сам Фрейд всегда подчеркивал свою светскую позицию и говорил, что он атеист, что по тем временам звучало необычно и вызывало множество вопросов. Однако этот тезис не снимал с него ответственности за свое культурное и этническое наследие. Он вырос в религиозной еврейской семье и бережно относился к своим корням, традициям и обрядам. Такую основу можно рассматривать как важный контекст его мировоззрения. Он содержал в себе внутренний диалог с Богом, который, по его признаниям, помогал ему осмысливать одиночество, сомнения и тревогу человеческого существования. В то же время в мире, где наука нередко сталкивается с религией и догмами, Фрейд пошел по пути противостояния между научной объективностью и традиционными верованиями. Он подчеркивал, что религиозная среда эпохи часто противостояла научной логике и иногда препятствовала свободному поиску истины. Родившись и выросший в еврейской общине, Сигизмунд сохранял уважение к своей культуре и традициям, но в то же время стремился к собственному внутреннему пути познания. На протяжении всей жизни он вел внутренний диалог с теми вопросами, которые тревожили его. Почему люди страдают, что движет их желаниями и как лечить психологические расстройства без упрощенных ответов. Этот внутренний конфликт между верой и наукой
стал одной из движущих сил его интеллектуального путешествия и повлиял на то, как он строил свои теории о бессознательном и психике. В 1881 году Зигмунд Фрейд завершил обучение на медицинском факультете Венского университета и получил диплом доктора. Это стало важной точкой перехода. Он начал карьеру как врач, сначала в качестве хирурга, но очень скоро понял, что эта роль не удовлетворяет его душу и ум. Он искал более глубокие смыслы в человеческой голове и поведении и в итоге переключился на неврологию, что позволило ему исследовать механизмы функционирования нервной системы и психических расстройств. В начале пути он опубликовал несколько работ в этой области и вскоре стал входить в круг исследователей, ориентированных на психически больных людей. В 1883 году он присоединился к отделению психиатрии под руководством Теодора Мейнарта, что стало ступенью к появлению того направления, которое позже получил название психоанализ. Тогда психология еще только начинала развиваться как отдельная область науки, и его работа с пациентами дала ему уникальную возможность увидеть, что многие люди, страдающие психическими расстройствами, часто находились в психиатрических учреждениях без должного анализа причин и условий их состояния. Фрейд стал наблюдать за пациентами, искал причины симптомов за пределами поверхностного объяснения и постепенно начал формировать идеи того, как можно говорить с пациентами и помогать им освободиться от неврозов и травм. Он активно сотрудничал с известными врачами и учеными своего времени, включая Жана Шарко и Йозефа Брейера, исследуя методы лечения истерических симптомов и осмысливая роль гипноза. Но именно его выводы о том, что гипноз не универсальный и не всесильный метод, подтолкнули к разработке нового подхода – свободных ассоциаций, когда пациент может свободно излагать мысли и образы, не стесняясь цензурой. Это стало ядром психоаналитической методики. Через свободные ассоциации можно достичь глубин бессознательного и понять, какие скрытые конфликты управляют поведением. Период его ранних опытов с гипнозом также породил интерес к тому, чтобы пациент мог лежать на кушетке во время сеанса, что способствовало более спокойному и сосредоточенному состоянию. Рассказывая об этом, стоит отметить, что одна из легенд – история с диваном. Когда Фрейд еще практиковал гипноз, он понял, что сидение в кресле не дает достаточно концентрации. Одна из пациентов в знак благодарности подарила ему диван, что позже стало традицией в психоанализе. Клиенты лежат на кушетках, а аналитик сидит рядом. Этот сюжет иллюстрирует трансформацию метода и то, как простые бытовые решения могут сыграть важную роль в развитии науки. Фрейд тщательно собирал данные, наблюдения за поведением пациентов, результаты многочисленных исследований, чтобы превратить концепцию психоанализа в действующий метод лечения. Но на рубеже своего пути он сам решил проверить свою методику на себе. В период тяжелого горя и потери отца он пережил сильный невроз, который заставил его внимательно взглянуть на свои собственные внутренние страхи и мотивы. Самоанализ стал для ученого инструментом не только объективного исследования, но и личной терапии. Он смог понять, какие конфликты внутри него же требуют разрешения, чтобы продолжать развитие в области психоанализа. Этот внутренний опыт стал важной практикой в его научной карьере. Он показал, что метод может работать не только на внешних пациентах, но и на самом исследователе. По сути, Фрейд стал первым и единственным ученым, который подверг себя честному и тщательному психоанализу, что придало его идеям и методам глубину и силу. Этот факт символизирует принцип самопознания как ключ к эффективной психотерапии. Чтобы лечить других, нужно понимать себя. Параллельно с личной работой он продолжал публиковать материалы по своей теории,
что постепенно укрепляло доверие научной общественности к его подходу и помогало формировать новую парадигму в психологии. Одной из главных работ Фрейда стал труд под названием «Толкование сновидений». В нем он собрал результаты своей клинической практики, а также выводы, полученные из длительных наблюдений за сновидениями своих пациентов. Он утверждал, что сновидение – это не хаос случайных образов, а лаконичное выражение скрытых желаний и конфликтов, которые укрыты в подсознании каждого человека. Предложенная им система символов для интерпретации сновидений стала попыткой открыть те скрытые процессы, которые формируют наши страхи, тревоги и поведение. По его замыслу, расшифровка сновидений позволяла лечить причины расстройств, а не лишь симптомы. Однако это произведение встретило значительные сопротивления в научном сообществе. Многие критиковали его за субъективизм, за обобщение и за неоднозначность интерпретаций. Тем не менее, Фрейд сумел собрать круг приверженцев своей методики, которые увидели в его теориях ценность и перспективу. Он склонял читателей к глубокой переработке собственного опыта и поиска причин психологических трудностей внутри личности. В некоторых случаях он сталкивался с обвинениями в сексизме, но продолжал формировать теоретическую базу и практическую школу, которая позже породила новые направления в психологии и психотерапии. В целом толкование сновидений стало одним из краеугольных камней его наследия. Оно заложило основы трактовки бессознательного как активного источника психического функционирования и способствовало возникновению целого направления – психоанализа, которое радикально изменило взгляды на человека и его психическую жизнь. Одним из наиболее известных вкладов Фрейда стало введение ряда ключевых понятий, которые прочно вошли в лексику психологии и психоанализа. Так, он сформулировал понятие «Эдипов комплекс», названного в честь древнегреческого мифа об Эдипе. Спорная, но очень влиятельная идея о динамике детских привязанностей и формировании идентичности через сложные эмоциональные отношения с родителями. Это понятие возникло для описания психологических моментов, когда ребенок переживает глубокие чувства к родителю противоположного пола и, соответственно, переносит их на отношения с другим родителем. Важной частью его теоретического инструментария стала концепция либидо, термин, обозначавший сексуальное побуждение и его роль в формировании психических процессов и поведения. Фрейд считал либидо одной из движущих сил психического развития, что нашло отражение в ряде его работ и породило множество последующих исследований и дискуссий. Эти термины не только объясняли некоторые особенности человеческой психики, но и помогали в структурировании клинических наблюдений. Они стали языком для описания процессов переноса, сопротивления и конфликтов внутри человека. Именно через такие понятия Фрейд смог систематизировать свои наблюдения и предложить читателю удобный набор инструментов для анализа психической жизни. В годы нацистской власти Фрейд, являясь евреем, стал объектом гонений и угроз. Ситуация обострилась после прихода к власти нацистов в Германии и последовавшего за этим присоединения Австрии к Рейху в 1938 году. Несмотря на советы его учеников и коллег о том, что ему следует покинуть Вену ради своей безопасности, Фрейд считал такие рекомендации слабостью и считал, что необходимо оставаться и поддерживать свою работу в Австрии. Но в конечном счете он вынужден был принять вынужденное решение об эмиграции в Лондон, что стало для него тяжелым, но необходимым шагом.
Исторически известно, что его книги подвергались аресту и сожжению нацистскими властями как часть их политики культурной чистоты, направленной против интеллектуалов и ученых, чьи идеи расходились с идеологией режима. В этом контексте судьба Фрейда оказалась зависимой не только от его научных заслуг, но и от международной политики того времени. По-разному оценивают роль людей и событий, которые помогли Фрейду выбрать путь в изгнание. Некоторые источники упоминают влияние и давление влиятельных фигур, а также сложившуюся гуманитарную поддержку. Поддержку Фрейду оказывали и бывшие ученики, и некоторые влиятельные личности в политике и культуре. Справедливости ради стоит отметить и факт, что после перехода к новой жизни в Лондоне он продолжал писать и преподавать, продолжая развивать свои теории, находившиеся под пристальным вниманием мирового академического сообщества. Еще в юности Фрейд увлекался экспериментами с кокаином как средством для стимулирования сознания и повышения концентрации. В то время он верил, что этот препарат способен принести лечебную пользу и помочь в решении многих психических и физических проблем. Он даже писал и публиковал работы о кока, в том числе заметную статью под названием «Убер кока», которая получила признание в научном мире за смелость и новизну подхода. Однако спустя 2 года постоянного употребления он стал осознавать и собственные риски для здоровья, связанные с зависимостью и побочными эффектами кокаина. Этот опыт стал уроком для Фрейда и заметно повлиял на его взгляды на медицинские эксперименты. Он понял, что не все может быть полезным и что наука должна учитывать риски и долгосрочные последствия. После этого периода он перестал практиковать кокаин как лечебное средство и стал критически относиться к идеям, которые обещали мгновенное излечение с помощью фармакологии без учета этических и медицинских аспектов. Фрейд известен тем, что курил довольно часто. По легенде, он выкуривал около 20 сигарет в день. Он считал, что никотин способен стимулировать мыслительный процесс, помогать концентрации и ясности ума. Этот взгляд, как и многое другое в его жизни, был сформирован под влиянием эпохи и личных убеждений. Однако именно курение принесло ему серьезные проблемы со здоровьем. Постепенно развились опухоли и другие осложнения, связанные с его раком челюсти и горла. Он пережил десятки операций и, несмотря на постоянные боли и риск ухудшения состояния, продолжал работать и писать. Фрейд отказывался от обезболивающих, предпочитая сохранять ясность сознания ради продолжения своих исследований и консультирования. Лишь на поздних стадиях он предпринял меры помощи, обратившись к своему лечащему врачу Максу Шуре, который смог предоставить ему определенную помощь с обезболиванием. Согласно легенде, Фрейд сильно боялся числа 62 и всяческих сочетаний этих цифр. Из-за этого он никогда не появлялся на улице 6 февраля и очень тревожно воспринимал свой 62-й день рождения. Эта фобия, по рассказам, создавалась вокруг идеи грядущей смерти или серьезной болезни, и она стала частью его личной психологии, попыткой держаться подальше от реальных триггеров страха, которые могли повлиять на его работу и состояние. Не зря говорят, что именно в возрасте 62 года он якобы столкнулся с диагнозом опухоли горла, что привело к утрате способности говорить и к прекращению практики психолога. В реальной биографии Фрейда возраст 62 года не стал фатальным рубиконом, однако именно такой фрагмент истории часто приводится в пересказах и легендах как иллюстрация того, как страхи человека могут влиять на его путь жизни и работы. Этот факт служит напоминанием о том, что мифы и реальные события иногда переплетаются в биографиях великих ученых, формируя образ, который может быть как вдохновляющим, так и спорным.